Сегодня у нас на стол попался очень интересный экземпляр. Фирма предназначена для африканского рынка, продается в России. На данный момент этот телефон в бюджетном сегменте. Дамы, господа, всех приветствую. Давайте вскроем, посмотрим, что тут. В комплекте идет 18-ваттный блок питания, кабель microUSB, иголка для извлечения сим-карт, а также пластиковый чехол. Сам телефон. Все написано на русском, то есть полностью локализован под российский рынок. Пленка наклеена ужасно, можете видеть по бликам. И эту пленку никто не сдирал. Это с завода так клеится. Зарядник, microUSB на USB и сам блок питания. Блок питания у нас на 18 Вт, 2,4 ампера. Давайте уберем все в стороночку и посмотрим на сам телефон. Телефон полностью пластиковый. Давайте отклеим пленочку. Сразу же с завода у нас идет пленка заводская на экран, защитная. Давайте попробуем запустить. Intel, Android. Динамики снизу. В телефоне есть разъем 3,5 джек, microUSB. По бокам у нас кнопка блокировки, кнопки громкости плюс-минус. С этого торца у нас ничего нет. С этого торца у нас лоток сим-карты. Давайте посмотрим, что у нас в лотке сим-карты. Здесь, как мы можем увидеть, поддерживаются две сим-карты и карта памяти. Также есть резиночка уплотняющая, чтобы туда не попала вода. Поговорим о характеристиках телефона. Операционная система Android 11 с оболочкой Intel OS 7.6, IPS дисплей с диагональю 6,8 дюймов, разрешение экрана 1640 на 720 с частотой обновления 90 Гц. Поговорим о железе. Intel Vision 3 Plus снабжается Unisonic'ом T606, это 8-ядерный процессор, работающий на частоте 1,6 ГГц. Видеографика Mali G57. В нашем всеми любимом тесте на 100 потоков 30 минут он показал данные результаты. А в Antutu и в Geekbench он показал такие вот результаты. Данный телефон оснащен 64 гигабайтами памяти и 4 гигабайтами оперативной памяти. Также есть поддержка microUSD. Данный бюджетный телефон оснащен 6000 мАч аккумулятором и к тому же обладает так называемой быстрой зарядкой, насколько это возможно при microUSB подключении. Поговорим о задней части экрана. В большом глянцевом блоке на задней стороне девайса встроены две камеры, вспышка и сканер отпечатка пальцев. Сканер отпечатка пальцев срабатывает не с первого раза, у меня бывает с третьего, бывает с пятого, бывает со второго раза. С первого раза очень редко. Поговорим немножко о камерах. Технически камер здесь 3. Одна спереди, 2 сзади. Основная камера на 13 мегапикселей, вспомогательный модуль на 0.08 мегапикселя. Имеется автофокус, вспышка, видео снимает в 1080p. Фронтальная камера 5 мегапикселей. Апертура 2.0. Видео тоже снимает в 1080p. Примеры того, как фотографирует данный телефон, вы можете сейчас увидеть на своих экранах. Видеосъемка с Intel Vision 3 Plus. Ну, как-то так снимает Intel Vision 3 Plus на фронталочку. Все данные фотографии вы можете увидеть у меня в телеграм-канале. Подписывайтесь, пообсуждаем. Итак, Intel Vision 3 Plus является бюджетным смартфоном с емкостью аккумулятора 6000 мАч, что очень хорошо. Также может справиться с фотографией днем, с фотографией в помещении и фотографированием текста. По работе сканера отпечатка пальцев я просто вам посоветовал бы зарегистрировать несколько раз один и тот же палец для того, чтобы быстрее срабатывал сам сканер. Также можете использовать метод разблокировки по лицу. Этот метод, конечно, будет не настолько безопасен, но ускорит скорость разблокировки. Также я спросил у подписчиков моего телеграм-канала,
что мы будем делать с данным телефоном, встал вопрос о том, что мы будем его разыгрывать. Поэтому подписывайтесь на канал, подписывайтесь на мой телеграм-канал, инстаграм, где обсудим, когда и как будем разыгрывать данный телефон.